Всем привет! Меня зовут Таня. Рада, что вы заглянули на мой канал. 9-й эпизод за 2022 год. Сегодня расскажу вам в основном все, опять же, о вязании. Будут готовые работы, будут процессы, будут покупки. В конце, может быть, покажу вам каких-нибудь фотографий, потому что добралась до апрельских фотографий, которые нужно было сделать. Там будут фото белочек, так что в конце это все можете увидеть. Начнем с жилета из бабушкиных квадратов. Вообще у меня в плане было записано про жилет этот раз не говорить, когда я писала себе план, но случилось так, что жилет готов. Дело в том, что я просто замучилась заправлять хвостики. Вот, я вела себе подсчет, если я сейчас найду, да, у меня был вот этот вот счетчик рядов, и итого выходит 347 хвостиков. Ну, в общем, то есть кодовое название жилета 347. При этом после стирки я заметила, вернее, в процессе стирки я заметила, что все-таки не все хвостики я заправила. Так мне хотелось быстрее его постирать и высушить. Вот, поэтому я, кстати, снимаю не через неделю, а чуть позже, потому что мне все-таки хотелось хоть как-то жилет показать. А у меня все не хватало моральных сил все кончики эти заправить. Это несколько дней ушло. В общем, жилет выглядит вот так. Как вам я и говорила, я сделала чисто фиолетовые плечики. Вот, он постиран, стирала вручную в этот раз. Сох безумно долго, потому что батареи не очень-то у нас горячие, а на улице довольно прохладно. И как-то ему, в общем, я его сутки продержала просто на сушилке, а потом положила на батарею. Ну, кстати, этой пряжи вообще ничего не становится от этого, поэтому все нормально. Что касаемо цвета, мне почему-то кажется, что желтый маленько забрал фиолета на себя. Хотя на экране он, в общем-то, довольно яркий. По весу я подпишу, потому что не взвесила, сколько в итоге весит это безобразие. После стирки маленько все расправилось, растянулось, потому что когда я все это соединила крючком, в процессе, конечно, выглядело довольно мешковато. Не скажу, что сейчас мне нравится, как выглядит 100%. То есть вот момент с плечами и момент вот с этой проймой вот здесь все-таки надо как-то дорабатывать. На видео будет видно почему. То есть вот эти места, они все-таки в процессе носки, они подгибаются вовнутрь. То есть здесь, ну, по идее, как пройма, да, должна была быть небольшая. Причем совсем треугольники убирать, наверное, не вариант. Вот. Было бы слишком дыряво. То есть здесь нужно какой-то более плоский, то есть не треугольник, а что-то плоское, но все равно подвязывать. Вот, плечи тоже маленько могут топорщиться, но если его вниз хорошо растянуть на себя, то они ложатся довольно нормально. Если подскакивают вверх, то у нас как погоны маленько такие. Вот, в общем, вот такой жилет. С двух сторон одинаковый. Все, мне хватило всех ниток. Я, получается, здесь сделала один ряд столбиками без накида. Вот здесь в горловине у меня ряд столбиками без накида, и второй ряд я вот в этих местах, вот тут, вот на этих квадратах сделала чуть-чуть больше. То есть здесь столбики без накида, а здесь столбики с накидом. Маленько как бы выровнял. Ну не знаю, мне почему-то показалось, стоит так сделать, чтобы плечо было чуть пошире, потому что вот такое оно слишком узкое и как бы дисгармония какая-то. Ну и низ 2 ряда, мне хватило 2 ряда фиолетом пройтись. Вот. В общем, вот такой жилет. Еве понравился, я покажу на себе. В принципе, неплохо. С водолазкой только я примерила.
по идее, хорошо бы, наверное, с какой-то рубашкой, но у меня рубашки никакой нет. Вот, так что у Евы рубашка есть теоретически, хотя и в школу такое нельзя. В школу слишком, ну что ж такое, цветасто, так что, возможно, это будет домашнее что-то. В общем, все, я связала нормально. То есть я не на 100% довольна, ну, скажем так, на 90%. Не на улицу куда-то так, а дома он вполне тепленький, он довольно плотненький. То есть это получилась довольно плотная вещь, такая толстая. И поэтому, конечно, у нее драпировки как таковой на теле нет. Оно так, ну не колом стоит, но почти. Так, дальше у нас с вами вообще будет сегодня довольно много зеленого. Поэтому я сегодня в таком а-ля почти зеленом платье и даже нашла вот такой комплект с бисера. С бисера тоже, кстати, не просто так получается. В общем, как-то все сложилось. Вот такое все зелененько-бисерное. Значит, с чего мне продолжить? Давайте пока еще опять же не зеленое, но зато очень новогоднее. Это будет носок для подарков. Вот такой клевый, я бы сказала, в новогодних цветах. То есть почему такое сочетание? Мне видится коричневое основание елки, да, зеленая хвоя у него, на зеленой хвое у нас какие-то красные шары, звезды и прочее, и все это белым снегом посыпано. В общем, вот такой вот носок. Он такой довольно большой, вместительный получится. Сюда даже, ну, что там, конфеты точно, какие-то игрушки, я не знаю, телефоны, планшеты, вполне войдет. Значит, на этот носок будет мастер-класс. Я думаю, что в ближайшую неделю-две он точно уже выйдет. Мне осталось домонтировать и красиво как-то его сфотографировать. Вот, так что приходите вязать носок. Здесь пряжа разная, я не подготовила. Знаю точно, вот тут коричневый, это акрил. Это школьная пряжа, по-моему, от Пехорки. Остальное тоже Пехорка. А там детский каприз, кроха. В общем, разные сочетания. Вот. И мне очень нравится вот такой вот шовчик, смотрите. Такой зигзагом соединение. Вообще я планировала с коричневым цветом соединить, но коричневый у меня метражом тоньше и выглядит нехорошо. Плюс акрил, он сильно скользит, сильно тонкий и, в общем, выглядит так себе. Так что я решила сделать красным, и получился просто прекрасный новогодний носок. Дальше, наверное, тоже про новогоднее. Это вот та звезда. Это тоже будет мастер-класс на канале. Небольшой такой, я думаю, даже те, кто вяжет, свяжут и без меня. Покажу поближе. Значит, тоже как вариант декора. Здесь разные нитки, плюс нитка с пайетками, которая дает такой блеск интересный. Можно сюда запихнуть какой-нибудь мохер, можно запихнуть сюда с люрексом что-то, или просто какую-то блестящую нитку и сделать каркас. И вот такая вот новогодняя звезда куда-нибудь для декора. Очень классно. Она у нас уже на стене, на лампе висит. Вот. Стоило попыхтеть, потому что все это нацепить на проволоку, а потом еще попытаться в процессе сшить было сложно. Так, что у меня с новогодним? Наверное, с новогодним все. Так, потом я хотела, когда начать, значит, готовилась к съемке, еще до сегодняшнего дня, думала, про что рассказывать. Жилет еще в процессе. Думаю, ладно, я, значит, связала образец из мохера. Помните, да, я вам показывала мохер Lana Grossa, из которого хотела бы чего-нибудь вязать. Но получается так, что я вам сейчас уже покажу то, что в процессе, даже одна часть готова. Значит, я напомню, что у меня было, это уже половинка, 2 мотка Lana Grossa Silk Hair Print. Это у нас супер кид мохер, который, сейчас скажу метраж, 50 грамм, 400 метров. То есть бобинки по 400 грамм, моточки вот эти. У меня было 2 таких. И я хотела что-то связать сверху. Помните, какой-то, ну, в общем, что-то, джемпер, ну, джемпер, скорее всего, не свитер, легенький такой, да. Но я поняла, что в одну нитку я такой носить просто не буду. Тут вяжется на 4 на 5. 4,5-5 рекомендуется.
И такую сеточку я носить не буду просто. Ну, некуда мне ее носить. Это надо, наверное, на что-то все-таки такое нарядное. Я свяжу и носить не буду. Поэтому я поняла, что нужно что-то придумывать. И у меня был еще один моток Лана Гросса. Это было куплено, кстати, все вместе. Я покупала на а-ля распродаже в магазине вязальном. Значит, это было Лана Гросса Джамитола 200. Это вот большая такая была бобина. Тут я уже связала. Это 50 полиакрил, 50 шерсть. И 200 грамм этот моток, 700 метров. То есть я его купила, но так и думала, а куда его? У него великолепные переходы цвета. Покажу вам близко. У него скрутка фактически как ровницы. То есть где-то, где тонкие части больше скручено, где-то, где плотнее, там почти как ровница идет. То есть у него и скрутка разная, и толщина нити разная на протяжении. Плюс просто бесподобные переходы цвета. Такие цвета, что вот я просто люблю. Я решила это все дело совместить. И связать, в общем, джемпер похожего силуэта, как у меня связан розовый. Это чуть расширяющаяся кверху такая, да, трапеция, и от нее будут рукава. Возможно, я сделаю глубокий вырез впереди. Есть мысли как-то, может быть, обработать низ и горловину кружевом. В общем, у меня готова спинка. Вязалось все так быстро, что у меня готова спинка. Так, у меня горловина на леске осталась. Давайте. Вот так. Вся эта полосатица. Значит, как я вязала, здесь 2 ряда мохера и 2 ряда вот этого гамитола. И смотрится просто обалденно. Вот. Переходы, как видите, здесь, получается, здесь секционка и в мохере, и секционка в большой этой шерсти. И что самое прикольное, на изнанке тоже смотрится красиво. Вот. В общем, вот скосы плеча у меня, чуть-чуть расширение получается кверху, оставила горловину открытой, пока не стала закрывать, потому что плотно будет. Плюс здесь же постоянная смена нитей, и то я закрыла, когда был мохер, и поняла, что слишком будет затянуто, поэтому оставила. Возможно, потом в процессе все это соединю, может быть, айкордом обработаю, не знаю, может еще как-то. Вот, в общем, вот такая вот, она прекрасная, драпирующаяся, легкая, мохер, прям вот он уже весь пушком пошел. Короче говоря, то есть я связала спинку, пумс, и теперь у меня в процессе перед полочек. Для меня будет новое то, что я хочу связать V-образный вырез. Я фактически, наверное, никакой такой джемпер не вязала, свитер с таким вырезом. И пока мне страшно, что когда я разделю на 2 части, они будут слишком отличаться по мохеру, который идет, да, и по пряже. То есть не свяжешь их так, чтобы были одинаковые переходы, потому что тут переходы вообще угадать невозможно. Если в мохере еще примерно понятно, то вот в этой вот гамитолу там вообще переходы абсолютно, по-моему, рандомные. Так что будет интересно. Но я думаю, все-таки сгладится. Нет явного вот здесь перехода, и, наверное, явного не будет выше. Я надеюсь. Вязать безумно приятно. Вяжу на 4,5 на Knit Pro металл, по-моему, или Nova они называются, на металлических. В общем, просто кайф. То есть я связала вот эту спинку за несколько дней, за день или за 2. Довольна. При вязании я взяла 2 клубка сразу мохеровых, потому что я связала, вот получается, спинку. У меня закончился цвет примерно на таком зеленом, что-то хаки, мох. И не хотелось мне начинать спинку с этого же момента, а второй клубок, он начинается примерно тоже с синего, с фиолетового. И я решила перед тоже начать новый моток и потом посмотреть, что если одинаково все примерно закончится, то, соответственно, и на рукава мохер пойдет вроде как бы одинаковый. Стоит только вопрос о том, что, собственно, гамитола это будет все-таки не одинаковая на рукавах. Но посмотрим, может быть, рукава мохеровые сделать, не знаю пока, но расход довольно хороший.
То есть у меня даже полмотка не ушло, я связала спинку. Кардиган. Пуловер этот, он будет, в общем-то, укороченный, я так считала, что не очень длинный, а покороче. Поэтому посмотрим. То есть я в надежде на то, что я снизу отделаю кружевом. Поэтому чуть-чуть удлиню. Ну, в общем, посмотрим. Ладно, я безумно довольна. Пряжа классная, приятно вязать, одно удовольствие. Давайте, наверное, покупки мы оставим на самый конец, а сейчас будет еще то, что я перевязала. Так, я покажу фотографию. Это был шарф. Пряжу, если найду, подпишу название. У меня было, насколько я помню, 2 мотка таких или 3. Мне кажется, 2. И я вязала из них тонкий длинный шарф Еве. Вот, она его носила, когда он был там ей классно с курточкой, но потом как-то куртка эта, по-моему, у нас ушла уже из обихода, и, в общем-то, ей этот шарф получилось не особо-то с чем носить, и я решила, что надо перевязать. И поэтому достала его, распустила и перевязала в снуд. Получился довольно плотный снуд. Я вязала тогда шарф на, по-моему, десятки у меня было, или 12 спиц, он такой довольно дырявый. А это я связала на 6. Вообще рекомендуется здесь, по-моему, 8-10, или 10 у меня есть, а нету 8. И я вязала на 6. Вот, получилось плотненько, вот такой небольшой снуд, и он будет классный как раз под новую зимнюю куртку. Ей там довольно такой ворот широкий, не очень близко прилегает, поэтому его натянуть, как раз спрятать нос. И он довольно плотненький такой, тут ровница фактически тоже распустилась, вообще классно, несмотря на то, что это ровница была, и я там сваливала места соединения нити, и, в общем, все прекрасно. Вот такой вот он полосатенький, цветастенький, классный вышел снуд. У меня прям какой-то, я не знаю, пара месяцев перевязов. Так, и еще давайте, что почти готово. Не растерять бы, это будет тоже новогоднее. Ну, я, можно сказать, это закончила, но оставила, надо просто пришить. Значит, смотрите, что. Это продолжается тема новогоднего вязания. Это вот такой вот шарик. Все-таки спица вылетела. Еще вижу варианты новогодних шаров. Значит, что у нас тут? Тут у нас опять же синтепон набитый. И это шарик из носочной пряжи. Вот остатки носочки. Это... По-моему, это опал тоже с люрексом были мне носки. Получается а-ля жаккардовый шар, который без жаккарда вяжется очень просто. Не очень мне здесь понравились варианты прибавок, которые я сделала, но следующие, которые я буду вязать для мастер-класса, я свяжу немножко по-другому. Соответственно, я связала сразу ниточку и осталось ее вот так пришить. Пумс. Будет вот такой вот яркий классный шарик. Вяжется проще простого. Единственное, что в начале, когда ты начинаешь вязать, у тебя мало петель, плюс тебе нужно делать прибавки, и все это вот на спицах болтается, постоянное ощущение, что сейчас все выпадет, но оно и даже выпадает иногда, особенно если слабо вязать. А если туго вязать, то получаются некрасивые места прибавок. Такая дилемма. Остались у меня покупки. В общем, девочки, это, конечно, катастрофа. Я держалась, но у меня ничего не получилось. Значит, первое, то, что, опять же, относится к вязанию, и то, что тоже я буду делать, опять же, это для мастер-классов куплено. Значит, я купила впервые пряжу Alize Puffy, Alize Puffy, вот такого, прям вот один в один, считай, зеленого цвета. Цвет красивый, кстати. Сейчас скажу, какой номер. 847. Красивенький такой зеленый цвет. Это будет на декор и веночек. В общем, изначально я искала не такой, конечно, основу для венка. Мне хотелось, по-моему, пошире она. Есть варианты. Ну, в общем, что нашла? Сначала нашла вот такой маленький. Это где-то, по-моему, 20 сантиметров. Но если будете делать венок вот из такой же плюшевой пряжи с паффи, с петельками, вот такой брать не рекомендую. У него вот этот вот ширина, вот это, по-моему, 2 сантиметра. И некрасиво ложится на него пряжа. Она ложится фактически петелькой, полосками вот так ложатся. И нету разноброса и что попало. В общем, такой не берите. Так что это, вот, не знаю, что я буду с этим придумывать. А вот этот диаметр, по-моему, у него 25 или 30.
Мне кажется, 30. Хотя совсем зеленая на камере сегодня, надо будет редактировать хорошо. И на него уже вот эта вот штука ложится круче. В общем, это будет венок, тоже все буду снимать, показывать, вариант декора. Вот. На этом с вязальным, пожалуй, все. В общем, я обложилась всем. А дальше случилось страшное, да, я вам рассказывала, показывала в прошлом видео, что я вышивала брошку, в общем, бисер, камушки, все дела, что меня фактически несет. И, как говорится, я была в Леонардо. Я захотела вышить, значит, я купила всякого фетра, я купила бисер, я купила камни, бусины, я купила иголки. Да. Я даже не знаю, я сейчас издалека, наверное, все это покажу, просто, не знаю, сделаю поближе. В общем, ну, бедствие, как бы, масштаб. Я купила фетр, но поняла, что фетр я купила не тот, потому что он довольно мягкий, он совсем мягкий. И тут либо его в несколько сложений, либо его потом на какой-то декор. Ну, короче, я купила, получается, его зря. Поняла я уже потом. И потом уже в другом магазине я была, я искала подложку фиолетовый фетр, потому что в основном купила такие всякие фиолетовые бусины золотые. Ну, в общем, это мой бзик, да, вы знаете. Фиолетовый с желтым, с золотым. Не нашла желтого, купила, ой, фиолетового не надо, купила синий. Это лист и это фетр жесткий, индиго 1 мм. И там еще были наборы корейского фетра, и он 1,2 мм. Вот такой. Там несколько листов, если не соврать бы мне, 5 листов. Да, 5 листов, и они разного оттенка, от серого, светлого до темно-серого. Ну, я думаю, как основа нормально будет. В общем, фетр под основу для каких-то брошек, которые я, видимо, буду вышивать, когда только я понятия не имею. Потом я купила, опять же, в Леонардо, вот что придумала, что нашла, леска для бисероплетения тоненькая, 0,2 мм. Я не знаю, то не то, но мне показалось, что примерно таким мы шили на мастер-классе. Соответственно, к этому всему я то, что там нашла, это гамма, бисерные иглы и нитка-вдеватель. Иглы тоже вроде такие похожие. В общем, я покупала то, что примерно похоже было на мастер-классе. Ну и потом я пошла в разнос с бисером. Что у меня вот такая небольшая пачка. Брала, что там, была златка либо гамма. Натуха посмотрела, но решила, что Таня, как бы, давай нет. Вот. Я не знаю, давайте я отдельно подсниму. В общем, здесь и такой стеклярус длинный, и какие-то почти квадратики. Ну и вот то, что купила, в основном этот цвет желтый, золотишко, фиолетовый. Вот, что-то мне такое хочется изначально сделать. А потом, когда я заходила в другой магазин, где брала фетр, там я купила еще кое-что. Как истинная сорока, я не прошла мимо бусинок стеклянных. Значит, тут у нас синие, серебро такое с покрытием и белые бусинки. Это все граненые, фиолетовые, ну не скорее синие даже, по кругле. Я, конечно, искала прям фиолетовые, но фиолетового не нашла. Нашла синие какие-то варианты. И плюс еще взяла вот такую цепочку, я не знаю, как она правильно называется. В общем, это камушки в цапах, не в цапах. В общем, камушки, упакованные в металлическую оправу, все это на ленточке. Очень классно для окантовки, и оно белое с... Я помню, что когда бусины я подобные тогда закупала, это был АБ цвет назывался, то есть оно светлое и блестит разными цветами, переливается, назывался АБ. Не знаю, в общем, поближе тоже все это, надеюсь, я покажу вам. Бедствие такое, пока я не знаю, что я конкретно буду из этого вышивать. Ну, что-то надо попробовать, хотя бы, не знаю, какие-то кружочки, квадратики просто примитивные. То есть я даже не купила пока никаких брошек или булавок, или основ каких-то. Надо посмотреть, кстати, может, у меня есть круглые такие основы для брошек. Не помню. Вот. В общем, вот так. То есть я надеюсь, что все это купила не зря, и хоть что-то я из этого сделаю. Наверное, маленько, когда сейчас поостынет у меня новогодняя пора,
И тогда я возьмусь за бисер и бусины, но прям у меня вот я смотрела, и меня прям тянет к золотишку в бисере просто как с каким-то катастрофическим вообще, с какой-то катастрофической силой. Я надеюсь, что-то из этого получится, а не просто это было вот такое вдохновение, ты купил и ничего не сделал. В общем, пожелайте мне удачи. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, что если какие-то мастер-классы уже выйдут новогодние вот эти к моменту выхода этого эпизода, я все оставлю вам в описании под видео. Или чтобы не пропустить, проходите на «Начни вязать», подписывайтесь, ставьте колокольчик, и вам придет уведомление о новом видео. Надеюсь, что до Нового года я закончу вот это вот махеровое красивое джем-перо. И это будет мой наряд праздничный. Очень мне нравится, как это все выглядит. Ну и в конце сейчас, наверное, будут какие-то фотографии, может, чуть-чуть видео с белочками. В общем, я, да, повторюсь, разбираю всяческие завалы из видео и фото на компьютере. У меня просто уже заканчивается место на диске C, потому что просто куча всего. Поэтому я начинаю перебирать, удалять то, что не удалилось ранее, нахожу что-то новое. На этом точно с вами прощаюсь. Всем пока и хорошего вам дня.